пошли пробовать. Пошли пробовать! Очень хочется. Друзья, всем привет! Ну вот, чуть не упал. И настало то время, когда мы установим вот этот двигатель с редуктором на нашу замечательную BMW седан. И посмотрим, как она поедет и поедет ли она вообще. Хоть движок этот и мощный, но, как все правильно заметили, здесь отсутствует датчик холла. И в движке просто истинная мощь. Но чтобы ее получить, надо раскрутить его. Кто не в курсе, здесь 23 киловатта мощности электрической. Сколько там идет на вал, неизвестно. Но упаковать ее удается в столь маленькие размеры, благодаря тому, что очень большие обороты он имеет. И здесь используются неодимовые магниты. То есть при всем при этом, при огромных токах он так уж очень сильно и не греется. Но если будет греться, как видите, здесь есть рубашка охлаждения, можно подключить водичку и спокойненько охлаждать его. Но это все потом, это все после установки. Мы будем смотреть, как он себя ведет, красавчик этот. Потому что сама конструкция получилась очень удачная. Ничего нигде не перекосило. Здесь у меня есть со шпоночкой уже готовый вал внутренний. Можно насаживать. И все. Сейчас мы сделаем это и попробуем, друзья. Я целый год, если честно, ждал этого. Устанавливается все это дело очень легко и непринужденно. И обратите внимание, сейчас я на первую подключусь. Тачку можно даже сдвинуть рукой. Вот смотрите, проворачиваю, и она едет. То есть здесь уже довольно-таки высокая степень редукции. По идее, если на заднем мосту 4, а в коробке тоже 4, то уже около 16. 16 оборотов здесь, 1 оборот на колесе. Ну, скорее всего, здесь чуть-чуть другие передаточные числа. Но сам принцип понятен, я думаю. Загоняем шпоночку. Устанавливается все довольно-таки легко и непринужденно. То есть, когда я делал турбореактивную бэху, я уже тогда сделал вот эти детали, чтобы можно было коннектить другие движки. Все эти, как говорится, хвосты тянутся оттуда еще, с времен турбореактивной бэхи, точнее турбовальной. Значит, система здесь такая. У меня сохранилось сцепление, маховик и прочие дела. То есть можно пользоваться как обычным автомобилем. Выжимать сцепление, втыкать любую передачу. И основной смысл, так как движок этот плохо стартует с нуля, у него очень маленький крутящий момент на нулевых оборотах, то надо выжимать сцепление, раскручивать его, а дальше пытаться ехать. Соединять сцепление и потихонечку двигаться вперед. Вот так мы сейчас и попробуем. Пока Олежкину приспособу мы не подключали, она у нас будет в качестве газульки служить. Но надо для начала отладить все. Этот регулятор на 200 ампер. Попробуем для начала его, потом поставим мощный. Мощные как-то себя не сверхадекватно ведут. И, возможно, потребуют настройки компьютерные. Поэтому для начала вот этот вот, чтобы попробовать. По идее, должно прогазоваться уже. Давай попробуем? Давай. Да ты шо? Что творится? Что делается? О! Она назад едет, смотри. Надо изменить вращение. То есть здесь у нас уже не жестко завязано. Мы буквально сейчас 2 фазы переменим. И она уже должна вперед поехать. Ну вот. Другое дело. Слушай. Чудеса. Неужели сейчас поедем? Сейчас мы измерим ток на холостом, так сказать. Без нагрузки. Нагрузка точнее есть. Раз даже авто едет, ну то есть за счет трения масла или сцепления, там я не знаю, не до конца. Не, хотя коробка ж на нейтралке. Но все равно машина чуть-чуть вперед едет. И какая-то нагрузка идет на трение масла, шестерен в коробке. Вот посмотрим, какой будет ток. Потому что регуль что-то греется.
Обалдеть, 120, Дым пошел. 120 ампер. А почему? Никакого ж движения нет. Друзья, вот вы видите, 25 вольт, 120 ампер. Это уже где-то 3 киловатта. Просто так. В никуда. Что-то я вообще не понял, и дым пошел. Жесть. Регуль нагрелся. Провода. Вообще, это с проводов дым пошел. Вот что у нас есть. Регуль на 500 ампер. 120 вольт можно подключать. Пока подключаем 25 вольт. Но смотрите, 500 на 120, если умножить, получается 60 киловатт. Это его максимальные возможности. Пускай кратковременно, там как-то что-то, но он может, он способен. Давай хотя бы дернуть его, попробуем для начала. О! Моща адская. Давай сяду за руль, попробую. Отрубилась. Отрубилось? Короче, отгорели провода. Жесть. Ты прикинь? Глянь. Горячие. Жесть, отгорели провода. Собственно, это говорит лишь об одном. Надо поставить регуль помощнее. Что-то мне электротяга не нравится. Сколько ампер у тебя моща вот сейчас? Очень мало. Да, друзья, такого фиаско мой канал еще не видел. К сожалению, ничего не получилось. Бэха не поехала. Я вам официально это заявляю. Почему? Да потому что сгорели все регуляторы. Вот раз, два, три. Ну и вот этот вы видели, самый первый сгорел. Кстати, он подавал все шансы, что Бэха будет ехать, и все будет отлично. Потому что, ну, как бы он и должен был сгореть. Тоненькие проводочки были, они просто отгорели. Вот. Ну, а на остальных она даже не захотела трогаться и работать. На вот этом она запустилась один раз на холостом. Потом все начало дымить, гореть. Я не могу понять, почему, в чем причина. На вот этом она как бы даже и не запустилась ни разу. То есть, вы понимаете, да? Мотор стоит на нейтралке. Спокойно там все крутится. Но почему-то вот он как-то резко стартует, упирается в шестеренку. Та-та-та-та-та делает и отрубается. Мы заигрались немножко, даже не успели все это дело безобразие заснять. Да там, честно говоря, и смотреть-то было не на что. То есть там именно какая-то вакханалия происходила. Мы просто бегали, пробовали разные варианты. Но все было одинаково. Не захотел движок стартовать. Вот этот родный. Не захотел даже на холостом, даже без нагрузки. Это очень странно. В чем причина, я не знаю. Мы и программировать пытались. Мы уже очень даже хорошо умеем программировать вот эти регуляторы. Ну, если с этого шел активно дым, то вот этот умер тихо и незаметно. Он просто перестал работать. Где-то 2-3 раза он там что-то дернулся точнее. И все. Ни запаха, ни вони, ничего. Микросхемы там все запилены у него внутри. То есть починить не представляется возможным, потому что неизвестно, что там за элементы, что за микросхемы. Вот как это выглядит. Ну, вот эта микросхема известна. Это тоже. Все остальное, все остальные, видите, запилены. Вот. Зачем это делать? Никто не знает. Ну, вот так выглядит этот регулятор наимощнейший изнутри. Он должен вывозить 120 вольт, 500 ампер. Ну, я вам так скажу. Даже на каких-то вонючих 200-300 амперах они уже адски сильно греются. Этот немножко пытался стронуть Бэху с места. Вот он именно под нагрузкой хотел ехать, а без нагрузки, когда в нейтрале стояло, он не хотел в холостую раскручивать мотор. Но под нагрузкой хотел ехать. И он сгорел буквально за 250 миллиметров хода Бэхи. Вот
так, я не преувеличиваю. Это так и было. Прямо пошел огонь и дым. Вот, видите, как здесь все устроено. Фирма крайне отвратительная, вот это. Если вы не любите рекламу, должны обожать просто антирекламу. Фирма вот так называется. Кстати, друзья, альтернативы, чтобы запускать БК-двигатели, то есть те, которые вот эти адски мощные на неодимовых магнитах, просто не существует. Я не смог найти какого-либо вразумительного регулятора за вразумительные деньги. Ну, то есть там буквально заканчивается где-то на 280 амперах максимальный ток. 140 вольт, по-моему. Это фирма Т-Мотор. Регулятор стоит 150 тысяч рублей. Сюда он не подходит. Он бы здесь точно так же быстро сгорел. Ну, либо там защита бы отключала его просто. Это в лучшем случае. В худшем он бы просто так же быстро сгорел. И, да, еще одна большая боль. Не удалось задействовать вот эту штуку, которую Олежка, мой друг, делал у себя на канале. К сожалению, не удалось, ребят. Видите, что произошло. Ну, эта штука нужная. Еще в других проектах мы ее увидим. Это, короче говоря, газулька мощная. Можно очень сильно дергать, она не сломается, хоть ногой. Привязывать ее к педали, а здесь у нас сервотестер, за счет чего должен был вращаться наш электромотор на бесколлекторный, на неодимовых магнитах. Вот из-за того, что он бесколлекторный, требует регулятора, мы теперь вообще никак не можем его попробовать. Хотя с ним все в порядке, он у нас есть. Так что альтернативы никакой нет и не предвидится. Я нигде не смог найти мощных регуляторов оборотов, чтобы запитать, например, вот этот движок. Поэтому мы его больше стартовать не будем, по-любому. Есть этой же фирмы, дурацкой, там на 1200 ампер и так далее. Но суть в том, что у них очень плохое управление. Отвратительный софт, он практически отсутствует. Там мы с каким-то горем пополам скачали, но уже не с официального сайта, а с остатков, с других сайтов, которые успели этот софт украсть, скажем так, и у себя оставить. А мы не смогли найти на официальном, то есть полная тишина там, неизвестно, как прошивать, как программировать, что вообще делать, и других альтернатив нет. Вот такая боль и печаль. Я извиняюсь за столь длительный диалог и бомбежку, но по-другому это описать я не могу. У меня есть двигатель, и один, и второй мощный. Один на 23 киловатта, вот это. Другой вы видели, на 15 киловатт у него там максималка. Продаются в Китае на 200 даже киловатт движки. Вот такие, там побольше. Ну, вы не думайте, что их здесь нет, этих киловаттов. Киловатты есть, это вообще не обсуждается. Потому что когда сгорало это все, он вообще был холодный. Он никак себя плохо не проявлял в этом плане. Хотя нагрузка 100-200 ампер подавалась. Ну, просто регуляторы такие, они не могут вывозить эти движки. Вот. Чем же они отличаются, регуляторы и движки, от общепринятых, которые ставят на электрокары, на электровелосипеды? И почему я хотел именно этот поставить? Да потому что там какая-то маленькая мощность. 2 киловатта, 1,5, 3. Максимум, что я видел, по-моему, 5 киловатт. Ну и соответственные регуляторы. Регуляторы, кстати, там тоже не особо токовые, но у них ток ограничивается. Там больше невозможно превзойти. Допустим, если там 200 ампер, он до 200 ампер доходит, и мотор-колесо вращается просто-напросто, больше ничего не происходит, как бы никаких негативов. 200 ампер ограничивается, и вот он как вращается, так и вращается. Почему те движки так хорошо работают, а этот плохо? Ну, во-первых, там есть обратная связь в виде датчика Холла, которая контролирует обороты, смотрит, сколько оборотов, и, соответственно, регулятор решает, сколько подавать и в какой момент, какие импульсы. Здесь этого нет. Ну, а во-вторых, потому что там движки с низким КВ. А чем ниже КВ, тем габарит движка и масса больше. Ну, соответственно, и крутящий момент больше. Это вот против такого мотора, такого электродвигателя, как будто бы он с редуктором становится. Вот как бы и вся разница. Ну и плюс, за счет того, что низкий КВ,
оно как-то все там более плавно работает. Потому что больше полюсов, здесь всего, по-моему, 2 или 4 полюса. Вот. А там этих полюсов может быть очень много, и он плавненько, за один оборот, он через много импульсов проходит. Но это так вкратце я объясняю. Я объясняю, друзья, не для тех, кто понимает все и все знает. Не для всезнаек, а для тех, как раз таки, кто нифига не знает. Я пытаюсь простым языком рассказать. Вот. Такой вот длительный диалог. Ну что, на этом тогда, пожалуй, все. Бэха не поехала, ничего не получилось. Фиаско проект, к сожалению. Всем пока, друзья, до новых встреч. Никогда не покупайте вот этой фирмы никакую электронику, и будет вам счастье. Как же, надо ж ребятам показать, что Бэха все-таки поехала. Чё? А двигатель? Найдем. Пошли искать. Найдем? Так, ну ладно, друзья, раз уж мы обещали, что на Бэху электромотор поставим. Хотелось бы, чтобы она поехала хоть как-то. Есть у нас тут один интересный экземпляр. Другого нет ничего просто. Ну вот это есть. Этот движок не на 20 киловатт. Но с ним она точно поедет. Очень большие шансы. Теперь уже что-то точно говорить не приходится. То есть, смотрите, какая разница. Вот видите, в размерах. Это коллекторный двигатель, здесь никаких регуляторов не надо, здесь достаточно замкнуть цепь и полетели. Очень мощный коллектор здесь. Мы его уронили недавно в подвал. Ну, тем интереснее, да? Чуть не убили Чуть сам меня убил. известного блогера. Ну, блогер увернулся, оператор хотел все-таки попасть, но не получилось. Короче, вот здесь трещина теперь есть, небольшая, несущественная, и согнула контакт. В остальном все здесь четко, все здесь цело. Здесь коллектор вот такого диаметра. Токи здесь я даже не представляю себе какие. Можно будет найти в интернете его характеристики, не буду тут оглашать, потому что не знаю. D5500A. Вот так он называется. Это авиационный двигатель, авиационка. Она работает стабильно, просто так не ломается, просто так не отказывает. Даже если дым пошел с нее, все равно она будет продолжать работать. Вот сейчас мы попробуем адаптировать на бэшку вот это все дело и попробуем поехать. Ну вот, собственно, все. Стартует новый проект на канале. И в этом видео вы сейчас все увидите. Это еще не конец. Погнали! Придется полностью отказаться от редуктора, потому что двигатель крутится в одну сторону. Это авиационный двигатель. И тут меняй плюс с минусом, не меняй. Все равно в одну сторону будет крутиться. Как-то переоборудовать нереально, ибо шины вот эти адски толстые. Их трудно. Трудно с ними что-то сделать. Поэтому напрямую поставим. Без всяких шестеренок. Так, моя токарка занята, друзья. Точим у Олега. Мой большой токарный станочек сейчас занимается другими деталями крупными. Нельзя снимать. Имеется еще один токарь. Это очень хорошо. Как хорошо, когда 3 станка, да? Да. Дело идет к финишу. Растачивается отверстие, подвал. Сейчас по-быстренькому отверстие пробить и можно собирать. Осталось сделать одну деталь из токарки. Соединитель двигателя с валом коробки передач на авто. ТВшка снимает 6 мм за проход. Ну, то есть по 3 мм с каждой стороны. Вот так идет процесс. Резец по алюминию, немножко переточенный. Потому что круглый кончик не дает много брать. Пришлось подзаострить. И вот теперь хорошо идет процесс.
делаю втулочку на вал, и это говорит о том, что скоро поедем. На внутренней росточке сильно не гусарствую. Беру по 1,5 миллиметра, потому что деталь уже висит в воздухе. И, собственно, по-другому опасно. Очень опасно. Немножечко поколдовал и сделал коробку передач для нашего электроавтомобиля. Здесь у нас есть резистор и 2 мощных реле по 400 ампер. В общем, суть системы такова. Когда мы подаем нагрузку на коллекторник, мы фактически делаем коротыш. Вот чтобы этого не было, я вставил промежуточный резистор. Замыкать будем первоначально на него, а когда движочек чуть-чуть раскрутится, можно будет его удалить из цепи, перемкнуть, и двигатель напрямую с аккумуляторов уже будет брать электроэнергию. Катушки электрореле буду подключать от отдельного аккума, потому что, опять же, когда мы все это дело замыкаем, у нас просаживается бортовая сеть, и энергии на прижатие контактов уже может не хватить. Сделаю от отдельного, чтобы прижатие было всегда одинаковое. Резистор не знаю, насколько он получился, но при замыкании на 24 вольта замыкание довольно-таки плавненькое, но ток стреляет больше, чем 400 ампер, потому что мой прибор зашкаливает, у него максимум 400. Вот. Но потом, когда резистор прогревается секунд через 5-7, он прям краснеет. При этом ток опускается до 280 ампер. Чего должно, в общем-то, хватать для того, чтобы бэха начала движение. Ну а потом уже можно будет добавлять, замыкать цепь напрямую. Мотор уже поставил на бэшку. Под капотом этот движок выглядит вот так, что, в общем-то, неплохо. Сейчас покажу, как двигатель соединяется с коробкой. Вот получается фланец. Все по длине подходит. И вот, собственно, вещь, через которую соединяется. Здесь варен штырь со шлицами, который очень четко сюда подходит. Ну, а чтобы здесь не проворачивалось, тут у нас есть все те же самые наши любимые болты. Вкрученные вот так. Все-таки по-прежнему я за гужонами в магазин не доехал. Не хочется тратить на это время. Да и так лучше. Потому что здесь они не прижимаются, а просто торчат туда. И как бы создают впечатление, что там есть шпонка. Вот так вот. Вы будете смеяться, но у нас уже все готово. В очередной раз. Второй свап в этом видео. Вот. Что у нас имеется? Пока что 2 аккумчика. Попробуем, как оно пойдет. Если понравится, можно будет запрудить полностью аккумами ее. Какими угодно и пробовать ездить уже. Да что там пробовать? Уже ездить, кататься, наслаждаться. Значит, какая здесь система у нас, друзья? Здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Потому что имеется полноценная двухступенчатая, можно сказать, электронная коробка передач. Ну, это шуточно, конечно, можно так сказать. Здесь просто 2 контакта на педали. Первый контактик позволяет замкнуть реле на резистор. То есть мы можем потихоньку трогаться. А второй контакт, то есть если мы педальку прожмем сильнее, замыкает второе реле, которое блокирует резистор. И мы можем поливать на все деньги. Самая ценная вещь. Как она сюда попала? Она всегда в неожиданных местах появляется. Да, сама собой. Устал ее уже с места на место носить. Только отнесу, она обратно где-то появится. А что оно такое все синее? Ну что, я пошел. Давай, удачи, друг. Надеюсь, ничего не порвет, все поедет. Ты будешь помогать выталкивать? Нет. Нет, само? Ну я пальцы скрестил. Смотри, я нажимаю потихонечку. Что, нормас? Нормас. На холостой пошла.
Пошла, да? Ты это... Не работает, когда нажимаешь. Это что, с резистором было, блядь? Наверное, да. Да не может быть. Ну еще раз попробуй. Ну да, плавненько. Ох, перескочил. Пошел. Победа! Сцепление не нужно, по-моему. Ну как, смотри, нормально. Нормально. О, подрывает даже. Вполне четенько. Это дичь. Бэха все-таки поехала у нас в этом сезоне. Вот это дичь. Да ты мастер Заходи вождения. сюда, поехали. Чё ты Бро, там стоишь? прокатишь меня? Конечно, поехали. Ребята, а резистор наш нагрелся. Че, нагреть его для тебя? Нагрей для меня. Давай ребятам покажем. Давай, грею для тебя. Греется? Греется. О, горячее. О! Процесс идет? О, ребята, посмотрите. Это волшебство какое-то. Наш резистор поменял цвет. Вы видели когда-нибудь такую дичь? Это просто дичь. Все, я отключился. Да, видно. Я тебя прокачу, ты только держись. Хорошо. Держусь. Ну, поехали. Ух. Ну, звук как в троллейбусе. Ну так. Вторая. Третья. Это дичь. Что творится? Что делается, да? Если бы вы видели, как я здесь сижу. Так, на первую. На первую? Нет, не первую. По-моему, приехали мы, дядя. Все, акумы сели. Ну, возможно, да. Дотянем до дома. Дотянем. Наш троллейбус очень много кушает. Не дотянем. Ну ничего, есть операторская сила одна. Да не, ну просто Полулошадиная. нельзя ж полностью сажать. Ну да, А то мы их сульфатация. убью. Ну что я могу сказать? Вот эта версия электробэхи жизнеспособна. Кстати, сам двигатель, Он вообще еле-еле теплый. То есть он способен на гораздо большее. я думаю, на этом все с этой серии, ребята. Измучились мы, стрессанули, конечно, жестко, когда не получилась первая версия. Ну, я, честно говоря, хотел вам показать тот двигатель, как работает. Но регуляторы сгорели, с этим ничего не поделаешь. Ну, а этот, если у вас есть интерес, можно постараться накупить аккумуляторов, можно добавлять аккумуляторов, то есть прибавлять ему мощности. Он на 24 вольта, можно, например, на 36 еще последовательно добавить и целую кучу параллельно, чтобы она долго ездила. И спокойно можно пробовать ездить. Если наставите много лайков, вот ей-богу, снимем еще одну серию.
наставим аккумуляторов и попробуем, протестим ее и постараемся даже в город выехать, протестить ее там немножечко. На этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Всем пока, друзья.